Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о словах, которых вам нужно избавиться в своей жизни. Иногда это очень сложно сделать, потому что нашему мозгу достаточно сложно что-то менять. Он привык так работать, жить, двигаться, а здесь нужно что-то изменить. И вот эти слова, если вы их перестанете говорить, ваша жизнь изменится, в вашей жизни придет и изобилие, и достаток, и благополучие. Даже некоторые вопросы со здоровьем могут решиться при этом буквально за пару дней. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и возьмите ручку, листок бумаги и запишите. Ну а прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите слово «пароль», и тогда все то, что вы загадали, обязательно быстрее придет в вашу жизнь. Итак, давайте, друзья, разбираться. Каждый человек на протяжении дня произносит большое количество слов. Особенно те люди, у которых работа связана с большими потоками людей. Если вы подсчитаете в один день, сколько слов звучит, вы не только удивитесь, но, могу сказать, вы даже поразитесь этому. Каждое сказанное слово создает определенные вибрации, благодаря которым притягивает в жизни того, кто его произносит, а порой и не только в его жизнь, как положительные, так и отрицательного рода события. Поэтому важно научиться контролировать слова, которые находятся в вашем обиходе, чтобы потом не пришлось жалеть о последствиях, которые они притянули в вашу жизнь. Попробуйте провести эксперимент и в один день обдумывать все слова, которые вы проговариваете ежедневно. Обдумывайте значения, которые они в себе несут, и то, что вы хотите этим словом сказать в той или иной ситуации. Да, это очень непросто, но и потребует немало сил. Когда вы увидите, сколько неправильных слов вы проговариваете ежедневно, вы начнете постепенно это менять. Это будет не очень простой этап, сразу вам хотим об этом сказать, но когда вы с этим справитесь, ваша жизнь заиграет новыми, более интересными и разнообразными красками. Старайтесь вести больше слов, которые притянут хорошие, позитивные энергии, которые будут означать счастливые моменты, приятные эмоции. Это категория светлых слов, но они влияют очень благоприятно, как энергетически, так и физически на жизнь того, кто их проговаривает. Так, например, слово «любовь». Именно это слово будет притягивать не только эти прекрасные моменты в ваше сердце, вы начнете ее излучать, а значит, вас будут окружать только те люди, которые вас будут любить. Далее слово «благополучие». Слово «благополучие» будет притягивать в вашу жизнь все то, что для вас оно означает. Далее слово «улыбка». Слово «улыбка» будет притягивать в вашу жизнь все то, что для вас обозначает это приятные события. Далее солнце. Солнце – это светлая энергия. Цветы – это положительная энергия. Семья – это добро и достаток. И вы знаете, таких слов достаточно много. Главное, проговаривая слово, обращайте первым делом внимание на то, какие эмоции оно у вас вызывает. Научитесь прислушиваться к своей интуиции, это нужно на начальном этапе. Далее все будет получаться автоматически и не будет требовать столько усилий. Но есть и категория слов, которые вовсе не должно быть в вашей речи, так как кроме негатива, разрушения, они ничего не могут привлечь. И если продолжать их произносить, говорить, транслировать в этот мир, то и разрушить жизнь полностью они смогут, лишив того, что имеет большое значение, и того, чем вы действительно дорожите. Итак, одним из таких слов является слово «ненавижу». Это слово с достаточно сильной негативной энергетикой, при этом не скрытой, как слово «нет». Мало кому из людей будет приятно услышать, что его ненавидят. Потому что это означает, что к данному человеку испытывают такой негатив, который невозможно описать. Он разрывает душу, вызывает плохие мысли и эмоции.
Это слово даже способно разрушить, если не ликвидировать сразу от него негатив, жизнь того, кому оно предназначается. Порой у каждого из нас в жизни бывают ситуации, когда мы испытываем какое-то отношение к кому-то, так как данный человек или же группа людей совершает какие-то поступки, которые вызывают неконтролируемую злость и агрессию. Но нужно все же от этого слова отказаться, заменив его другим. Например, презираю, ведь вас уже никто не заставляет кого-то уважать, особенно если данный человек ведет себя неправильно. Но как вы не притянете в свою жизнь ненужный негатив, но мысль свою до того, кого нужно, обязательно донесете. Очень опасно произносить слово «ненавижу», когда происходит ссора в семье или же в паре, так как это слово способно разрушать отношения. Вы, возможно, через время помиритесь, и от него может и следа не остаться. Но вот энергетический процесс, который оно запустит, который был сказанный в сердцах, ни к чему хорошему через определенное время не приведет, и ваши отношения все же разрушатся. Поэтому старайтесь не ругаться и вовсе, а объясняться в том, что вас беспокоит, в том, что вы хотите донести до определенного человека. Это очень просто, но таким образом ваш собеседник вас услышит, откроется, и вы все решите. А во время ссоры, скандала энергетический ресурс организма старается защитить своего владельца и, соответственно, блокирует все каналы, из-за чего человек ничего не слышит и начинает точно так же вести себя в ответ. И ведь недаром появилось выражение, которое досталось нам от наших предков, как защитная реакция. А может и вовсе, если ощущает свою энергетическую слабость, развернуться и уйти. Только в тихом разговоре можно притянуть нужный результат и истину. Попробуйте, это вам понравится, и нужные свои энергии вы не будете растрачивать попусту. Часто люди говорят «проклятие, что было в моей голове» или же «ты мое проклятие». Это слово очень опасно. Оно способно перевернуть с ног на голову жизнь того человека, кто его произносит, и жизнь того человека, к которому он обращается. Таким образом, вы собственноручно притягиваете проклятие в свою жизнь, из-за чего в ней появятся беды, несчастья. Все, за что вы не будете браться, будут заканчиваться крупными проблемами. Вы не сможете справляться даже с элементарными для вас задачами. Близкие люди от вас отвернутся, и вы можете даже переступить через черту невозврата, что может подтолкнуть вас к гибели. Если вы проклинаете другого человека, вы не должны забывать и о том, что вам придется за такие действия отвечать перед Вселенной. Ваша связь с ней утратится, ведь желая кому-то зла, нельзя получить в свою жизнь добро, и любое зло всегда обязательно будет наказано, даже если порой для этого потребуется немного больше времени, чем вам хотелось. Но результат будет тот же, поэтому это ничего хорошего не принесет в вашу жизнь. Если вы на каком-то трудном жизненном этапе произносите выражения, к которому часто подталкивают злые сущности, способные приходить с большим количеством негатива, и когда человек не приводит вовремя энергетические чистки, такие как «я проклинаю свою жизнь», да, возможно, вы слышали именно эту фразу, то события, которые начнут сыпаться на вас со всех сторон, приведут к тому, что вы очень скоро ее лишитесь. Если вы произнесете такое выражение в праздничный день или же вечернее время суток, то пострадает тот человек, которого вы больше всего любите. И чтобы вы осознали все то, что сказали и сделали, ведь нужно уметь ценить то, что у вас есть. Если в жизни что-то не так, стоит не спешить. Сделайте паузу и посмотрите на свою жизнь со стороны. Таким образом, у вас получится увидеть, в какой момент вы свернули, например, не в том направлении, и срочно начать это менять, не разрушив свою жизнь или тем самым не разрушив и жизнь других людей. Далее слово «смерть». Это очень страшное слово, которое у каждого из нас с вами ассоциируется с чем-то плохим. Возможно, с воспоминаниями из жизни. Оно не только отнимает светлые энергии, оно притягивает еще и разрушительный негатив, отбирая у того, кто его произносит, жизненные силы. Его не стоит произносить. Старайтесь его заменить на такие слова, как «финал», «конец».
Если хотите кому-то рассказать о чьей-то смерти, скажите просто имя и далее скажите: такого человека больше нет. Люди вас поймут, но вы не притянете в свою жизнь разрушительной энергии и, что немаловажно, не принесете себе этим вред. Многие люди считают, что, произнося это слово вслух, делая это часто, они покажут, что таким образом они бесстрашны, что не боятся смерти. Но в данном случае это действует совсем противоположно. И вместо того, чтобы не притягивать данное действие в свою жизнь, они целенаправленно это делают, из-за чего через определенный промежуток времени с ними это происходит. Попадают в аварии, несчастные случаи или порой может происходить даже самоубийство. И не стоит рисковать, конечно же, и делать то, что на протяжении многих лет говорят не делать. Принципы нужны для достижения целей, а в таких случаях от них лучше все-таки отказаться. Далее слово «проблема» или «проблемы». Также само за себя говорит и те, кто считает свою жизнь проблемной. Постоянно его употребляют и ничего другого, к сожалению, в ней иметь не смогут. Это слово с каждым новым его произношением способно притягивать все новые и новые проблемы с каждым днем. От чего жизнь станет совсем невеселой, а неприятные эмоции будут только ее наполнять. Если у вас что-то не так в жизни, как бы вам того хотелось, и вы хотите этим с кем-то поделиться, заметьте слово «проблема», например, на слово «у меня затруднение». Так вы уже передадите данному человеку свой рассказ, но и одновременно вы отправите посыл Вселенной, в котором будет звучать, что у вас затруднение, и вы ждете от нее помощи, чтобы быстрее с ним справиться, что вы готовы ее принимать, что вы можете контролировать свои эмоции, притягивать тем самым нужные энергии, что вы готовы к этому. Есть категория людей, которые по жизни идут с уверенностью, что у них все будет хорошо и что никаких проблем у них нет. Они постоянно улыбаются, даже если что-то происходит, они быстрее справляются с теми неудобствами, что встречаются на их пути, так как они не принимают в свою жизнь ничего плохого. Им это не нужно, у них все под контролем. Они любят свою жизнь такой, какая она есть, но есть и категория людей, которая привыкла постоянно плакать, жалеть себя и жалеться окружающим. И такая категория людей, к сожалению, проживает непростую жизнь. Они не могут с легкостью справляться со всем тем, что с ними происходит, и имеют особенность излучать негатив, притягивать его отовсюду со стороны, что еще больше усугубляет их ситуацию. Поэтому оставляйте слово «неудача» вместе с неудачами вне своей жизни, а в жизнь притягивайте только удачи и только приятные моменты. Каждый из нас хотя бы раз в жизни употреблял такое слово, как слово «черт». Если проанализировать тот момент, вспомнить его, то можно увидеть, что после того, как оно было сказано, в жизни произошел неприятный эпизод. Случилось какое-то неудачное событие, произошла потеря чего-то или кого-то. Но если это слово произносить чаще, то и результат от него будет непоправимым. Если, например, вы собрались с компанией куда-то идти, но кто-то из вашего окружения в последний момент не пришел. Все расстроились, а вы, чтобы подбодрить, проговариваете такое выражение: «да черт с ним». Вы в жизнь такого человека и в свою привлекаете страшную злую сущность, которая, поселившись в ней, наполнит ее кошмарами, страхами. И ночь это будет не время эмоционального отдыха, а время будет страха. Будет ощущение того, что рядом постоянно находится кто-то недобрый, кто желает зла, кто хочет причинить вам вред. На таком жизненном этапе могут происходить ситуации, которые будут пугать окружающих людей, и с ними утратится связь. В результате придет одиночество, ожидание чего-то хорошего, что не будет приходить. Плохие энергии будут поступать в вашу жизнь в большом количестве, постепенно отбирая у вас все то, что имеет для вас значение, и то, чего вы добивались, идя по выбранному пути. Если вы не желаете такой жизни, значит и вовсе никогда не употребляйте данное слово.
Следующее слово – это слово «друзья», «дурак». Это слово употребляется часто, и с его помощью можно как обидеть какого-то определенного человека, так и подшутить над кем-то. Порой, отшучиваясь так, можно сказать и второй даже половинке. Но это слово не такое безобидное, как кажется с первого взгляда. Почему, спросите вы? Ведь оно не матерное и вроде как не грубое. Все верно, но оно способно отнимать положительную энергию и притягивать такие жизненные ситуации, которые будут попадать в человек, который произносит его, и всячески ощущать действительно себя дураком. Может оно притягивать и такие ситуации, когда кто-то будет стараться вас таким выставить. Например, подставив на работе перед руководителем, целенаправленно перекрутив возникшую ситуацию или навязав вам свою точку зрения, порой которой вы не сможете противостоять, так как не будете чувствовать грань между тем, что имеет место в вашей жизни, и тем, что вам абсолютно в ней не нужно. Вы утратите уверенность в себе, в своих силах и в своих желаниях. Сегодня вам будет хотеться одного, завтра другого, и как результат вы не сможете добиться ничего. Поэтому не стоит оскорблять других людей, и для того, чтобы подшутить, стоит выбирать другие слова, положительные, которые притянут только к вам счастливые моменты. Ну и, конечно же, если подумать, то мало кому понравится, когда его обзывают дураком. Пусть даже и не со зла, пусть даже это сделает и близкий человек, но эмоции, которые оно вызовет, притянет к тому, кого касается негативные эмоции, а значит, человек их будет излучать, и из-за этого его жизнь посетит какие-то неприятные моменты, а вы, зная это на энергетическом уровне, пусть и не понимая, что происходит, будете чувствовать за это вину, что также будет притягивать к вам плохое настроение, головные боли и даже бессонницу. Поэтому очень важно, чтобы вы притягивали в свою жизнь только положительную энергетику. Даже если для этого вам придется прикладывать немало усилий, ведь жизнь без проблем с воплощением желаемого однозначно этого стоит. Не блокируйте, пожалуйста, потоки нужных энергий. Наоборот, очищайте их как с помощью нужных слов, так и с помощью энергетических чисток. Все в ваших руках. Не забывайте об этом. Если вы что-то очень сильно желаете, то, приложив усилия, вы это обязательно получите. Старайтесь также не общаться с людьми, которые проговаривают много матерных, нецензурных слов, негативных слов, которые постоянно грубят, так как такие люди способны разрушать не только себя изнутри, но и всех тех, кто их окружает, создавая ненужные вибрации и проблемы. Не стоит даже находиться возле людей, которые сплетничают или которые шлют проклёны, так как это пагубно скажется на вашей жизни. Такие люди излучают, к сожалению, мертвые энергии и энергии пустоты, способные уничтожать все в радиусе своего действия. Помните, пожалуйста, об этом. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментарии, друзья, напишите слово «пароль», пусть Вселенная приумножит изобилие, достаток и благополучие в вашей жизни. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Друзья, услышимся уже с вами буквально в следующем видео.